Привет, Арми. Есть один момент с третьей репетиции BTS в Тампе, который фанаты постоянно пересматривают, и среди всего этого есть одна неоспоримая нить, теплая связь между Тэхёном и Чингуком. Тэхён стоит на сцене под палящим солнцем Флориды, жара невыносимо, свет льется со всех сторон, из-за чего ему почти невозможно открыть глаза. Он сильно щурится, поднимая руки, чтобы прикрыть лицо, его выражение лица, смесь разочарования и милоты, невероятно понятная каждому. Арми на трибунах тут же смеются и аплодируют, потому что все знают, каково это – бороться с таким солнцем. Однако, несмотря на все это, Тэхён не утратил своего обаяния. Он улыбается, смеется про себя, и издалека можно увидеть, как Чингук наблюдает за ним, словно наслаждаясь спонтанными выходками Тэхёна. В какой-то момент взгляд Чингука останавливается на нем, просто, но достаточно, чтобы сердце Арми затрепетали. Затем Тэхён подходит к краю сцены, берет американский футбол, и атмосфера мгновенно меняется. Он высоко поднимает мяч, показывает его Арми, а затем бросает в сторону трибун, и фанаты бросаются его ловить. Раздаются аплодисменты, Тэхён с нетерпением ждет возвращения мяча, как ребенок, просто желающий поиграть. Когда мяч возвращается, он пытается его поймать, иногда ему это удается, иногда нет, но каждый раз его широкая улыбка не исчезает. Чингук, наблюдая с другой стороны сцены, улыбается, иногда даже смеется, как будто этот простой момент тоже его развлекает. Небольшая связь между ними кажется настоящей, без необходимости в словах. Игра длится несколько минут, Тэхён бросает, Арми отвечает, смех наполняет стадион, солнце все еще жаркое, но никому уже нет дела, потому что энергия, которую создает Тэхён, делает все вокруг легким и приятным. А Чингук, по-своему, продолжал вникать в каждый момент. Затем, на другой стороне сцены, Джин и Чингук начали создавать свой собственный хаос. Чингук бежал во весь опор, преследуя Джина и сам убегая от него. Их смех был отчетливо слышен, Джин делал вид, что уворачивается, а затем внезапно обернулся и удивил Чингука. Арми пришли в восторг. Крики «Джинкук» и «Кона» разносились по всему стадиону. Тэхён смотрел на них, безудержно смеясь. Казалось, этот момент объединил в себе все, Тэхёна с его игрой в мяч, Чингука с его неуемной энергией и те небольшие взаимодействия между ними, которые всегда умудряются затмить все остальное. RM стоял в стороне со своей фирменной улыбкой, Шуга и Джей Хоуп подбадривали толпу, Чими немного потанцевал, наслаждаясь атмосферой, но было что-то в Тэхёне и Чингуке, что делало этот момент более живым, теплым, личным, и как раз когда все думали, что все кончено, Тэхён снова поднял мяч, снова щурясь от солнца, но на этот раз ему было все равно. Он снова бросил мяч в сторону Арми, и стадион взорвался ликованием. Чингук наблюдал за этим, улыбаясь, словно гордясь тем, как Тэхён озарил атмосферу. Этот момент был не просто забавным, он был не просто спонтанным, это было напоминание о том, что даже в жару и усталость BTS, особенно Тэхён и Чингук, всегда находят способ установить связь с Арми, по-своему, с искренней энергией. Третий день Саурнчек в Тампе был не о совершенстве, он был о счастье, настоящем, нефильтрованном и полном тепла, особенно от маленьких моментов между Тэхёном и Чингуком, которые всегда заставляли Арми влюбляться снова и снова. И с этого момента атмосфера действительно преобразилась, превратившись из просто репетиции в нечто большее. Появилась необъяснимая энергия, смех, теплота и ощутимая близость между участниками группы и Армией были в воздухе. Тэхён все еще стоял под солнцем, иногда щурясь, но его выражение лица стало гораздо более расслабленным. Он смирился с жарой, даже сделал ее частью веселья. Он помахал трибунам, медленно прошел вдоль сцены, стараясь, чтобы каждый уголок был в порядке. С другой стороны, Чингук, только что закончивший свою погоню с Джином, начал идти медленнее. Дыхание у него все еще было немного затруднено, но улыбка не исчезла. Он снова взглянул на Тэхёна, словно проверяя, что тот собирается делать дальше. В его взгляде было любопытство, но и привычка, словно он уже знал, что Тэхён всегда сделает что-то неожиданное. Конечно же, Тэхён снова поднял мяч, на этот раз с чуть более драматичным стилем. Он покрутил мяч в руке, посмотрел на зрителей, а затем коротко, очень быстро взглянул на Чингука. Небольшой, почти незаметный момент, но достаточный, чтобы немедленно взволновать внимательную Армию. Словно между ними существовало безмолвное общение, без слов, без звука, лишь короткий взгляд.
Тэхён бросил мяч дальше, чем раньше, с большей силой, с большей уверенностью. Толпа снова громко зааплодировала, некоторые даже подпрыгнули, пытаясь поймать мяч. И когда мяч наконец вернулся, на этот раз Тэхёну удалось поймать его идеально. Он тут же гордо рассмеялся, подняв обе руки, словно празднуя маленькую победу, а издалека Чингук тоже широко улыбнулся, даже слегка поаплодировал, простой жест. Но он казался очень искренним. Этот момент может показаться кому-то незначительным, но для армии он значил все, потому что он показывал, как они заботятся друг о друге, поддерживают друг друга, даже в самых простых вещах. Вскоре после этого тихо заиграла музыка, знак того, что репетиция возвращается в нужное русло. Участники медленно заняли свои места. Атмосфера, наполненная радостным хаосом, начала смещаться в сторону фокуса, но, как ни странно, теплая энергия не исчезла. Тэхён стоял на своем месте, все еще с легкой улыбкой на лице. Чингук же выглядел спокойнее, но его взгляд все еще иногда скользил, словно он искал ту же фигуру в центре сцены. И когда прозвучал первый удар, все они тут же вернулись к своим профессиональным выступлениям. Четкие движения, идеальная синхронность, стабильный вокал, как будто никогда прежде не было ни одного непринужденного момента. Однако для наблюдающих за ними армии именно этот контраст делал все это таким необычным. Потому что всего несколько минут назад они были просто 7 людьми, смеющимися, играющими и наслаждающимися обществом друг друга, но в одно мгновение они превратились в харизматичных BTS на сцене. И среди всего этого, маленькие моменты между Тэхёном и Чингуком остаются незабываемыми. Например, как Чингук молча наблюдал, как Тэхён без колебаний выражал себя, как они так естественно делили одно и то же пространство. Когда репетиция подходила к концу, солнце начало слегка менять направление. Свет уже не был таким ярким, как раньше, но тепло, витавшее на стадионе, ощущалось глубже. Участники собрались в центре сцены, махая рукой армии, выражая свою благодарность по-своему. Некоторые кланялись, некоторые широко улыбались, некоторые все еще шутили. Тэхён стоял там, еще раз взглянув на трибуны, затем на других участников. Сам того не осознавая, его взгляд снова встретился со взглядом Чингука. Это была всего лишь доля секунды, но достаточная, чтобы создать момент, который останется навсегда. Ничего не было сказано, ничего не было преувеличено, просто два человека, разделяющие момент среди тысяч людей. И, возможно, именно из-за своей простоты этот момент казался таким особенным. Третий день саундчека в Тампе наконец закончился. Участники начали уходить со сцены, один за другим, махая в последний раз. Голоса армии все еще эхом разносились, они не были готовы прощаться. Тэхён был одним из последних, кто ушел. Он еще раз обернулся, улыбнулся, затем исчез за кулисами. А Чингук? Он шел неподалеку, со спокойным выражением лица, но в глазах все еще читалась затаенная радость момента. Возможно, тот день был всего лишь саундчеком, не крупным концертом, не грандиозным выступлением, транслировавшимся по всему миру, но именно поэтому все казалось более искренним, близким, реальным. Это был день, когда Тэхён, несмотря на палящее солнце, продолжал улыбаться, день, когда Чингук молча наблюдал, день, когда смех, простые игры и небольшие неприятности превратились в большие воспоминания. И для армии это заставляло их влюбляться снова и снова. Дело было не только в музыке, не только в выступлении, а в таких моментах, которые не запланированы, не придуманы и не могут повториться так же. Поэтому, когда вы вспоминаете этот саундчек, возможно, вам вспоминается не одно событие, а все чувства, которые с ним связаны: жар солнца, эхо смеха, брошенный мяч, шаги на сцене и короткие взгляды, которые говорят больше, чем слова, потому что в конце концов, это же BTS, и среди всего этого маленькая история между Тэхёном и Чингуком всегда будет самой сложной для забвения. Увидимся в следующий раз, армия. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders now.